Привет-привет, с вами Алена, и сегодня у меня для вас ноготь в зеленке. Ну, это рабочее название этого видео. На самом деле история заключается в следующем. Пришел вот такой клиент, и, конечно же, мы начали выяснять, что тут такое произошло. Кстати говоря, вот вторая нога. Выглядит вот так интересно, обратите внимание на третий пальчик тоже. Сейчас буду рассказывать, что же тут с ней приключилось. Ну, как вы видите, там под ногтем пустота и что-то мокренькое. Ну, ноготь зеленки она решила просто так его полечить. И на данный момент, кстати говоря, за работой экстрамастер Елена. Елена демонстрирует ей, как глубоко у нее заходит кюретка. Туда, в пустоту, ей сейчас не больно, но там просто полость. Такую демонстрацию мы делаем тогда, когда клиента нужно убедить в том, что все-таки необходимо сделать зачистку. Ну, в общем, после того, как мы ее убедили, она нам стала рассказывать историю. До этого она сходила в соседний салон буквально, у нас есть соседи, девчонки, там несколько салонов даже у нас. Ей сделали покрытие, и она проходила с покрытием 3 месяца. Я говорю, а как же так, вы 3 месяца проходили? Я говорю, разве столько можно носить? Она говорит, а ногти на ногах не растут, можно сколько хочешь носить. Ну, короче, ногти на ногах растут так же, как и везде. Возможно, чуть медленнее, но такой эффект часто ощущают на себе люди, потому что на ногах бывает кутикула прилипнет, и она просто тянется за покрытием, и у вас нет ощущения, что ногти отросли. Но отрастание ногтевой пластины можно наблюдать, предположим, по тому, что у вас просто ноготь выходит за рамки, да, то есть он начинает прощупываться пальчиком. И представляете, каково это бывает в обуви, когда ты ходишь месяц, когда ты ходишь 2 и, не дай бог, ходишь 3. То есть в обуви ноготь просто систематически, постоянно втыкается. И, конечно, может произойти что-то вот такое. В общем, так получилось, что у нее случился вот этот карман, и стало у нее болеть, она решила обратиться к нам, мы вот зачистили с помощью шарика твердосплавного, и обнаружили, что под ногтем вот такая вот мокнущая неприятная ранка. Ну, фактически там, честно говоря, там просто дырка. И, как вы видите, пока мы зачищали, ноготь при взаимодействии с ним, при зачистке, он такой как бы болтыхается, как будто его можно сейчас вот вытащить. Вот обратите внимание, видите, он прям болтается. Это нам говорит о том, что вообще там идет воспалительный процесс. Короче, дела, ну, не то чтобы плохи, но и не очень хороши. Первое, что мы сделали, это мы зачистили настолько, насколько у нас была возможность, то есть пока ей не было больно. Нам нужно было сделать так, чтобы, во-первых, не было кармана, чтобы грязь там не скапливалась, и чтобы открыть доступ к кислороду, как бы все вот это дело должно было подсохнуть. Дальше Лена обрабатывает ноготь вокруг, чтобы ничего не зацеплялось, потому что это наша первая, но не последняя зачистка. Вот сейчас мы, кстати говоря, это все дело промываем. В общем, пока Лена обрабатывает, промывает, тут на самом деле ничего особенного. Мы зачистили и отправили ее, и в конце видео у меня будет также небольшой кусочек того, что с ней произошло через неделю, то есть какая есть пока на данный момент динамика. Но сейчас не об этом. Она, короче, говорит, что она проходила, значит, 3 месяца с покрытием, потом у нее резко заболело. Но я думаю, что это не могло произойти вот так вот просто за 3 месяца, потому что по ее разговорам она какое-то время назад то ли на лыжах каталась, то ли на коньках, я сейчас уже не вспомню. И вот там она, кстати говоря, совершенно спокойно могла отдавить или отбить и просто этого не заметить. И слава богу, что девочки в соседнем салоне, сняв ей это покрытие, после 3 месяцев сказали, что мы тебе ничего покрывать не будем, иди давай ищи специалистов, которые будут тебе делать такую зачистку. И так она попала к нам. В общем, мы ей все рассказали, уму, разуму научили, объяснили то, что нельзя 3 месяца ходить с покрытием, и что ногти на самом деле отрастают. Сделали ей дышащую повязку и отправили к доктору. Доктор же ей назначил наносить на ногти левосин. Точнее, не на ногти, а на этот самый ноготь. Мы ей порекомендовали делать ванночку, которая состоит из 2 столовых ложек соли и 1 стакана теплой воды. Как всегда, сделали повязку с веселой мордашкой и отправили восстанавливаться. Сразу говорю, мы сами препараты никакие не назначаем, потому что мы не врачи, это не в нашей компетенции. А пока я еще не показываю вам результат спустя неделю, хочу показать вам вторую ногу, которую, естественно, тоже Лена решила обработать. И здесь хорошо видно, что у нее есть, ну, как минимум анихолизис, как максимум пока мы не знаем, что там бы хорошо было бы сдать анализы. Но мы ей немного зачистили, потому что она тоже просила и говорила, что у нее там есть дискомфорт. И, конечно, он есть, потому что под ногтями там бог знает, что накопилось. Как там мы сейчас должны это называть? Подногтевое содержимое. Вот так, собственно говоря, и называем. И почему такое произошло?
Я надеюсь, что на видео это видно, что пальчик немного развернут. Вот этой самой частью, на которой у нее получился анихолезис, этот ноготь развернут вверх. Поэтому вполне возможно, что в обуви на эту часть будет давление. И сразу хочу сказать, что все вот эти вот анихолезисы или еще какие-то страшные слова, неприятности, которые происходят с нами, с нашими клиентами, они не происходят просто так. На это всегда есть причины. И чаще всего причина состоит в изменениях стопы, то есть какой-то деформации, в неправильном расположении пальцев. Да? Например, пальчик вышел из пальцевого ряда по какой-то причине. И вот тогда это влечет за собой такие последствия. Это нужно понимать. То есть это не так, что ты вот такой сидел, и раз так на тебя послали сверху анихолезис. Конечно, нет. Был обязательно какой-то предпосыл до этого. И это вполне легко можно просто понять головой, если чуть-чуть подумать. Также, пока Лена зачищает первый большой палец, я рекомендую вам обратить внимание на третий пальчик. Он же средний, вот не этот, который она сейчас чистит, а вот этот вот. Обратите внимание, там тоже есть пустота, где-то в середине, да, вот так она интересно получилась. Скорее всего, там тоже было оказано некое давление. В общем, все это мы клиентке подробно рассказали, объяснили. Также обратите внимание на борозды, которые образовались. Это вот все образовалось от большой длины, то есть ноготь терся об кожу, и в итоге получились вот такие неприятные штучки, которые тоже доставляют дискомфорт. Ну, примерно то же самое, что происходит со мной, только у меня ногти реально впиваются, у меня немножко другая ситуация. В общем, мы все это ей рассказали, и сказали, что будем ждать, когда у нее пройдет воспалительный процесс, для того, чтобы смочь дозачистить ей пальчики. Пока мы ее отпускаем, и сейчас результат спустя неделю. Вот примерно так выглядит ноготок. То есть уже все гораздо лучше, но посмотрев на него, мы с Леной поняли, что будет еще и зачистка. Это хорошо видно по изменению цвета ногтевой пластины. На следующем слайде я вам нарисую, и вот здесь на среднем пальце тоже есть небольшая пустота. То есть нас ждет полный гигиенический педикюр со всей зачисткой, а зачищать в следующий раз, когда, наверное, не знаю, может быть, дней 5 или 10 еще пройдет, мы будем ее наблюдать, слава богу, она живет в нашем доме, мы будем счищать вот эту вот часть, потому что там тоже пусто, и вот этот маленький кусочек. Это на одной ноге, и на второй, примерно там плюс-минус та же история. В общем, ждем продолжения, ждем ее восстановления. С вами была Алена. Пока-пока, до новых встреч. Пишите, с кем тоже такое бывало. Мне очень интересно.